Всем привет, вы на канале Польза.нет. Брать, откуда берутся цены, в телеграм-канале скидок по ссылке в описании вы можете посмотреть, сколько 11.11 стоили самые топовые из этих моделей, и примерно пользуйтесь поиском, прикинуть, что будет 25-го, это в Черную пятницу. Мне пылесосы, которые я указал в ролике, понравились, ими пользовался я на студии, дома, ими пользовался мой оператор, родственники, и все это тестировалось не один день. Я очень надеюсь, что вы напишите фидбэк, какой у вас конкретно робот-пылесос. Я очень жду роботов-пылесосов, как и вы, которые будут иметь возможность подключаться к канализации. Я за ролик это не раз скажу, потому что по большому счету достаточно подключить к канализации и воде, и эта штука сможет у вас и раз мыть полы, и два постоянно сами по себе самоочищаться. Поэтому надеемся, что рано или поздно эта штука выйдет. Помним, что за 10 тысяч рублей можно купить хороший средняк, во время сейлов за 20 топовый мега крутой пылесос. И да, для этого нужно ловить скидки, при том, что не факт, что необходимо будет покупать на Али, может быть даже и на нашей какой-нибудь площадке. Не забываем поставить лайк за труды, пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании в прикрепе. Самые интересные мои телеграм-каналы с промокодами на Алиэкспрессе, нас там 80 тысяч. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там уже 14 тысяч, и самое интересное — это Пользаграм. Там мы делимся фото и видео новых смартфонов. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Советую обязательно после просмотра топа, если вас заинтересовала какая-то модель, перейти по ссылке в описании на отдельные обзоры, так как в данном топе будет краткая информация о роботах-пылесосов. Также советую почитать комментарии к обзорам, так как там встречаются как хвалебные, так и негативные отзывы пользователей. Сможете для себя решить, что лучше, что хуже. Ничего не чищу, ну кроме мата и хамства и рекламы в комментах. Смотрим, оцениваем, полетели. 10 место занимает робот-пылесос под названием Xiaomi Litsta W2. Данный пылесос единственный в данном топе, который не просто протирает полы. В комплекте мы имеем док-станцию, робот-пылесос, чистящую щетку, мешок для пыли, салфетки для швабры 4 штуки, боковые щетки в количестве также 4 штук, кабель питания, запасной фильтр. Данная модель имеет, по всей видимости, только черную и белую расцветку. Габариты ее составляют 354 на 354 на 98 мм, а вес около 4 кг. На корпусе расположили с верхней части название производителя, 3 стандартные физические кнопки, такие как кнопка включения, кнопка домой и точечная уборка. Кнопки имеют подсветку, что удобно. Также наверху расположили лидарную систему LDS версии 2.0, SLAM плюс V-SLAM для построения карты помещения. Далее на боковых частях находится воздушное отверстие и динамик, бампер с одним датчиком впереди и 2 по бокам, а также он имеет прорезиненную вставку. С тыльной части есть 2 контакта для зарядки, также, по всей видимости, датчика отверстия для забора пыли. С нижней части у W2 есть 2 основных колеса и 1 поворотное, 2 боковые щетки, 4 датчика падения, краткую информацию: место для крепления 2 площадок с салфетками для мытья пола, подвижный подвес для максимального соприкосновения турбощетки к полу, подвес имеет скребок и 3 мини-щетки. Турбощетка обыкновенная, но плюс за то, что она оказалась разборная. Далее, внутри под крышкой мы имеем кнопку сброса и пылесборник емкостью 350 мл с HEPA-фильтром. Да, он, конечно, маловат, но это не является минусом. Док-станция выглядит, правда, массивно. Ее размеры 455 на 430 на 453 мм. Ну, что вы хотели, учитывая количество ее функций. На ней расположили LED-дисплей для информации о состоянии работы пылесоса и док-станции. Далее есть надписи, 4 сенсорные кнопки для управления основными функциями. С тыльной части имеется место для хранения кабеля, разъем для питания, краткая информация, а также разъем, по всей видимости, для подключения и исправления каких-то ошибок в работе. С нижней части есть съемная площадка, на которую заезжает сам робот-пылесос для забора пыли и мытья салфеток. Наверху имеется крышка, под которой есть отсек с пылесборником емкостью 3 литра, резервуаром для чистой воды емкостью 4 литра и резервуаром для грязной воды тоже в 4 литра. Также есть щетка с лезвием для чистки, что удобно. W2 имеет бесщеточный мотор Nidec, мощность всасывания робота-пылесоса 5000 мАч. Робот-пылесос выполняет как влажную, так и сухую уборку. Сила всасывания регулируется 4 уровнями. Также можно воспользоваться пользовательским режимом с редактированием карты и установкой режимов для каждой зоны. Уборка по расписанию также в наличии, что удобно. W2 поддерживает голосовое управление через Alexa и Google Assistant, Xiao AI и так далее. Робот-пылесос подключается к Wi-Fi на 2,4 ГГц, емкость аккумулятора 5200 мАч. Полный цикл зарядки занимает до 6 часов. Помещение в 35 квадратных метров, он убирается за 45 минут минимум и уходит 30-35% заряда в третьем режиме под названием мощный. Полностью
разряжается робот-пылесос после уборки 110 квадратных метров в тех же условиях, после чего он отправляется на базу. Робот-пылесос может работать как с приложением под названием Linsta, так и с Mi Home, так что welcome, считайте, в экосистеме Xiaomi. Подробнее о приложении смотрите в отдельном обзоре на данный пылесос, ссылки, еще раз повторяюсь, как на покупку, так и на обзоры будут в описании. Напоминаю, что, разумеется, лучше все приобретать именно во время сейлов, тем более такие дорогие товары, но к этому я вернусь в конце. Редактировать карту можно, как и устанавливать запретные зоны, разделять комнаты и так далее. Голосовое сопровождение в стоке было на английском языке, но можно установить русскую озвучку, что хорошо. В настройках для док-станции можно выбрать частоту учистки, режим температуры воды, режим сушки и забор пыли с пылесборника. Далее уровень шума не превышает 76 дБ, а вот док-станция шумит довольно громко во время работы. По уборке у данного робота-пылесоса все стандартно. Изначально он проходится рядом со стенами, после чего проводит зигзагообразную уборку. На док-станции возвращается по короткому пути, что хорошо. Карты строят отлично, табуретки иногда может двигать. Высота данного робота-пылесоса слегка выше, чем высота роботов-пылесосов, которые у меня были раньше, так как W2 иногда задевает лидаром в прикроватной области или в сложно доступных местах. С препятствиями 1,5 см он справляется. Для распознавания ковров установлен ультразвуковой датчик. Ковры с коротким ворсом он пылесосит отлично. Ко всему, после обнаружения ковра он автоматически увеличивает мощность всасывания и отключает функцию влажной уборки. Площадки с салфетками для мытья полов вращаются со скоростью 120 оборотов в минуту и давлением 12 H. Каждый раз, когда робот-пылесос возвращается на док-станцию, происходит автоматическая чистка салфеток. Минусы. Упаковка недостаточно хорошая, так как док-станция лично мне пришла с легкими повреждениями, которые моментально можно было исправить, но все равно неприятно. Также отмечу высоту робота-пылесоса к минусам и слегка некорректную работу датчиков обнаружения препятствий. Ну, вопрос с прошивкой. Наверное, они допилят, я почти в этом уверен. И, разумеется, цена. Цена во время сейла была более чем адекватной. В middle сейлах, когда распродажи нет, цена прям кусается. Хотя относительно собратьев от Роборока, допустим, того же, ценник более чем адекватный. Резюмирую, Xiaomi Lead 100. W2 показал себя отлично в плане корректной работы, построения карты и за подобную технологию мытья полов огромный плюс. Будем, как говорится, ждать, когда напрямую можно будет док-станции подключать к канализации и подключать к воде, чтобы они реально мыли. Я не знаю, рано или поздно, мне кажется, этот момент должен прийти. Может быть, он уже есть для промышленности, но для домашних условий пока роботов-пылесосов подобных не было. На 9-м месте у меня красуется Anker Elfi RoboVac G30 Hybrid. Данный робот-пылесос до сих пор служит мне верой и правдой. В комплект входит, естественно, сам робот-пылесос, зарядная станция из легкого пластика с основанием для моющей насадки, плюс адаптер питания, ограничительная полоска в 2 метра, что означает об отсутствии возможности устанавливать виртуальные стены в приложении. И это плохо. Далее 2 боковые щетки, но крепится к пылесосу только одна. Летим дальше. Дополнительный сменный моющий фильтр Unibody, резервуар для воды объемом 130 мл, 1 моющая тканевая салфетка и 5 одноразовых салфеток для мытья полов. Фильтрующие элементы 4 штуки, 5 кабельных стяжек, клейка лента 3M, 1 щетка для очистки и краткое руководство. Достаточно большой комплект, что очень даже приятно. Корпус изготовлен из закаленного стекла и качественного пластика, бампер подвижный, сверху находится индикатор состояния Wi-Fi, кнопка управления автоматической уборкой, подзарядки и точечной уборки. Справа сбоку находится инфракрасный датчик и основной выключатель питания. С тыльной части вставляется пылесборник на 450 мл. На дне робота-пылесоса есть 4 датчика высоты, 2 датчика столкновения, контакты для зарядки, датчик отслеживания пути, отсек для аккумулятора, вращающаяся щетка за защитой, далее колеса и последняя — это боковая сменная щетка. Если говорить о габаритах, то они составляют 325 на 325 на 72,4 мм, а вес 2,5 кг. На борту помимо уже упомянутых датчиков есть гироскоп, емкость аккумулятора 2600 мАч, у меня он убрал помещение в режиме Boost IQ в 32 метра квадратных за 43 минуты и заряда осталось чуть больше половины. Полный цикл зарядки 5,5 часов, по тестам его шум достигает 55 дБ. Потребляемая мощность 40 Вт, мощность всасывания 2000 паскалей. Умеет построить карту помещения, но, к сожалению, не запоминает ее для постоянной навигации по квартире. Во всяком случае, у меня до сих пор с новыми даже прошивками как-то слетает. Wi-Fi поддерживается на 2,4 ГГц, что стандартно для роботов-пылесосов, и это является самой стабильной сетью из Wi-Fi. Имеет 3 вида уборки: автоточечный, зональный и 4 режима скорости: стандартный, турбо, максимальный и Boost IQ, который обеспечивает автоматическое переключение между стандартным и турборежимом с учетом особенностей поверхности. Режима влажной уборки как такового нет, просто к пылесосу прикрепляется емкость с водой и моющей насадкой, а он работает в обычных своих режимах, то есть считайте, что протирка. Как только у G30 заканчивается уборка или разряжается батарея, он отправляется на док-станцию. Отсек для кабеля
питания и док-станция имеется, что хорошо. Приложение называется Elfi Home. Оно полностью переведено на русский. В приложении мы можем обновить прошивку и сделать это обязательно. Есть возможность установить расписание уборки на каждый день в нужное время. Русской озвучки нет. Также есть возможность управлять им через голосового помощника Amazon, Alexa, Alisa и Google Assistant. Данный робот-пылесос у меня на руках около года, и могу сказать, что справляется он хорошо со своей работой. Ко всему из строя он у меня ни разу не выходил. Из минусов отмечу неразборную турбощетку, нет возможности корректировать карту, устанавливать запретные зоны и подобные штуки. Ко всему он чувствителен к магнитным полям, так что на одной из квартир, где он убирался, постоянно в одном и том же месте он сталкивался с магнитным полем, после чего продолжать уборку он не мог. Нужно было относить его на док-станцию и заново включать уборку. Резюмирую. Anker EFI Robovac G30 Highbird робот-пылесос отличный, даже несмотря на его недостатки. Он у меня выживал даже после чистки водой, так как в этом была необходимость. Исходя из этого, я сделал вывод, что данная модель очень живущая, убирает он на свою стоимость как минимум. На 8-м месте моего топа красуется также робот-пылесос, на который я уже делал обзор год назад и который я довольно долго использовал. Roborock S6 Max V. В комплекте пылесос, разборная док-станция с кабелем, запасной фильтр, запасных щеток нет, инструкция на русском языке и пластиковая подложка. Подложка и станция зарядки имеют клеющее основание. Как вы прекрасно понимаете, оно здесь не многоразовое. Подключить робот-пылесос можно к Mi Home или программе Roborock. В программе Roborock всегда более свежие прошивки, есть возможность смотреть через камеры пылесоса. Две 5-мегапиксельные камеры — это очень круто. Провода и зарядки свободно опознает. После уборки отмечает это дело значками на карте, и с каждым прогоном робот становится умнее. Можно вручную выставлять зону уборки. По лестницам, конечно, не катается, запоминает 4 карты из датчиков на борту камеры, реактив АИ, 6 датчиков высоты на дне робота и датчик стены на правой части. Wi-Fi однополосный. Одна силиконовая щетка и вторая разборная. На фронтальной стороне есть силиконовый бампер, есть переключатель для воды. По железу тип уборки сухая и влажная, тип пылесборника без мешка. А в комплекте есть фильтр для тонкой очистки. Датчик картографа LDS камера, есть обнаружение ковров и падений, 8-ядерный процесс с 1 гигабайтом оперативной памяти, система Android, 4 гигабайта встроенной памяти, есть инфракрасная подсветка для возможности работы ночью. Электрощетка, разумеется, есть. Время работы от аккумулятора 150 минут, емкость 5200 мАч. Очень удобно, что фильтр можно промывать. Мне провода робот, кстати, ни разу не засасывал, хоть, правда, и не пытался. С шерстью от животных справляется. Особенность: датчики оптические, построение карты помещения, таймер, программирование по дням недели, автоматический возврат на зарядное устройство, боковая щетка, управление со смартфона, мягкий бампер, умный дом. Хорошая русская озвучка голосовых оповещений, в проге инструкция на русском. Пылесборник объемом всего 460 мл, турбощетка разборная, боковая щетка только одна. Блокировка подачи воды при остановке робота в наличии, бак для жидкости в 300 мл, тоже немного. На карте на разных участках можно выставить разный уровень расхода воды. 4 карты для уборки — это прилично. Материалы и качество сборки мне понравилось. Силу смачивания тряпки, как и мощность всасывания, разумеется, регулируется в программе. Давление всасывания на 2500 паскалей, и для ковра со средним ворсом ее точно хватит. Убирает робот-пылесос зигзагом. Точечная уборка есть. Емкости для воды обычно хватает на 3 уборки квартиры в 30 квадратных метров. Пылесос очень громкий на максималках, но убирает, как по мне, шикарно. Низкий и средний ворс осилит, когда заезжает на ковер, сразу увеличивает мощность. Из недостатков: распознавание предметов меньше пачки сигарет не гарантируется. Всякие лужи от живности дома он не видел у меня, несмотря на обзоры, в которых робот-пылесос не разматывал куча от справления естественных надобностей животных. По отзывам, казусы лично у меня случались. Чтобы добиться суперрезультата, нужно несколько прогонов. Маленькая емкость для мусора и довольно шумная. 67 дБ по меркам таких пылесосов немного, но нужно понимать, что это все равно громко. В комплекте нет даже дополнительной тряпки. Помним, протирка полов никогда не заменит полноценную влажную уборку. С ней у меня только один робот-пылесос, он был на 10-м месте. Его однозначно рекомендую тем, у кого есть средства. Внешне, по железу и по работе хорош, рекомендую. Хотя альтернатива есть всегда, и здесь вопрос просто-напросто цены. Если будет он по выгодной цене, однозначно цвет, блеск, красота. Если какой-то другой, более топовый, почему бы не взять его, правда? Поэтому 7-е место занимает Xiaomi Viomi SE. Очень распиаренная модель, но она неплохая. Упаковка прямо эко на 100%. Комплект: запасная боковая щетка, модуль для салфетки, пылесос, инструкция и запасная салфетка из микрофибры. Главное здесь комбинированный пылесборник. И это, конечно, отличная тема, если не считать, что контейнер, первое, не разборный, а второе, без ограничителя. К слову, пылесос на комнату в 12 квадратных метров в среднем тратил 17 минут с параллельной протиркой полов и 13 минут без нее. И здесь еще один довольно странный посыл: турбощетка качественная, но не разборная. И может для многих это не критично,
непривычно, но я привык к удобству ее очистки через разборку. Высота робота-пылесоса 94,5 мм, диаметр 350 мм, цвет белый и розовое золото. Есть высокочастотный лазерный радар LDS с функцией сканирования и составления карты на 360 градусов. Щетка для чистки устройства, механический бампер с окошком для датчика поиска базы, 4 датчика перепада высоты, поворотный ролик, турбощетка, пусть и с защитой от наматывания волос, но она довольно простая. По характеристикам аккумулятор маленький на 3200 мАч, в то же время его хватает в ультрарежиме на 80 минут, проверял даже на дольше. Это если всасывание на максимум и параллельно протирка полов. Заряжается от 0 до сотки за 5 часов, номинальная мощность 33 Вт, мощность всасывания довольно скромная, но честная 2200 паскалей. Уборка в 200 квадратов с одного заряда не под силу. Если чисто на максималке и с одного заряда он уберет максимум 120 квадратных метров. Шумит он бодро, 75 дБ в турборежиме, комбинированный бак на 500 мл не такой и большой, на деле хотелось бы больше. Пороги в 20 мм преодолевает легко. Голосовые подсказки на русском, салфетка из микрофибры, к сожалению, не крепится никак, кроме как на липучку. Лазерный дальномер неплохо справляется со сканированием помещений, гироскоп тоже отрабатывает, датчики перепада высоты также работают. Вес контейнера 299 граммов. Регулировать мощность и подачу воды, разумеется, можно. Может запоминать до 5 разных карт, виртуальные границы и зоны может выставлять. Утечек во время протирки полов не было. Объективные минусы: турбощетка неразборная, нет отдельного режима для ковров, максимально печальный перевод в программе, довольно странная расцветка, крепление для микрофибры, к которому нужно привыкнуть, и в то же время довольно приличный ценник. По результатам тестов в целом меня он порадовал. Телевизор на полу он не разбил, ножки, конечно, превратил в довольно печальный вид, но факт. Стулья не двигал. Гречку победил, но не всю, что логично, ведь есть те места, в которые ему просто не подъехать, в принципе, как и всем. Резюмирую, Xiaomi Viomi SE, доступный робот-пылесос с неплохим дизайном, отличной корректной работой. Его огромный плюс в том, что он везде, во всех магазинах, и стабильно на его распродаже прямо у нас в ритейле. Нечего ловить там с одной стороны. С другой стороны, даже на Алишке подобного рода девайсы вообще все из 10 штук в топе. Они обычно торгуются с российского склада, с российской гарантией, так что плюс-минус те же тапки, только дешевле. На 6-м месте моего топа красуется робот-пылесос Roborock, а именно Roborock S7. В комплект входит робот, зарядная док-станция, кабель питания, держатель протирочной салфетки VibraRise, протирочная салфетка, инструкция, в которой есть русский язык. Да, по комплекту это вам не анкер, где есть и щетка запасная, одноразовые протирочные салфетки, да еще и щетка, чтобы робот-пылесос сам чистить. Но все самое необходимое для начала есть. И обратите внимание, тут контейнер для воды и пылесборник находятся по отдельности, а не вместе. Сборка качественная, дизайн топ, поставляется в двух цветах, черный и белый, по весу очень тяжелый, и вес его составляет аж 5 килограммов. Габариты не скромные, а именно размером он в 35 сантиметров, а высотой в 8 сантиметров. На корпусе сверху расположен индикатор состояния, который показывает цветом, какой режим уборки активирован, и состояние заряда аккумулятора. Также тут находятся 3 кнопки, с помощью которых можно вернуть робота на док-станцию, активировать и приостановить уборку, включить или выключить пылесос, активировать точечную уборку и блокировать робота от детей, что на самом деле очень важная функция. Внутри под крышкой расположен индикатор Wi-Fi, кнопка сброса системы, выпускное отверстие для воздуха. На момент обзора док-станция с забором пыли стоила практически в половину цены самого пылесоса. Далее контейнер для пыли емкостью 470 мл, который состоит из пространства для мусора и моющего фильтра. С тыльной части S7 находится водяной бак объемом 300 мл, который не протекает. Вентиляционное отверстие и держатель протирочной салфетки VibraRise, которая во время уборки вибрирует, что по заявлению производителя улучшает эффективность устранения сложных загрязнений, например, засохшее пролитое с утра кофе. По факту работает точно так же, как обычная протирка пола без вибраций. Скорее, это просто маркетинговый ход. На дне находятся основные колеса, одно поворотное колесико, зарядные контакты, боковая щетка. Далее основная щетка, которая выполнена полностью из термопластичного полиуретана. Из-за этого на ней совершенно не спутываются волосы и шерсть. Плюс ко всему она разборная, что важно, по крайней мере для меня и большинства пользователей, кому не лень почистить. Из датчиков тут есть датчик поиска док-станции, обнаружение стен, датчик ковра и самое интересное — это датчик лидара лазерная навигация. Аккумулятор на 5200 мАч. Полный цикл зарядки 6 часов, автономность 180 минут. Это чуть больше, чем у Roborock S6. Мощность всасывания 2500 паскалей, площадь уборки заявленная 250 метров квадратных. Проходимость препятствий не более 2 сантиметров, наши порожки. Wi-Fi однополосный, стандартный на 2,4 ГГц. Присутствует хорошая озвучка на русском языке. Шума от него немного, естественно, если не включать максимальную мощность. В метре от робота в среднем 57 дБ при режиме равновесия, а вот при максимальной мощности выдает в среднем 70 дБ. Для управления можно на выбор скачать два приложения:
Mi Home на момент обзора было доступно только по ссылке в браузере, либо Roborock. Мне по душе второй вариант. В приложении есть построение карты помещения, точечное направление, ручное выстраивание маршрута, выделение запретных зон, выбрать подходящий режим уборки ковров и, естественно, выбор режимов обычной или влажной уборки. Также есть дистанционное управление, как на кнопках, так и на джойстике, обновление прошивки. Далее есть возможность выбора уборки всей площади, отдельной комнаты или определенной зоны. Есть вкладка обслуживания, в которой можно мониторить состояние составляющих пылесоса. Приложение переведено полностью на русский. Робот, в принципе, справляется даже с ковром, у которого ворс 4 сантиметра. Но есть огромный минус. Его резиновая боковая щетка запутывается в нем, и пылик просто застревает на месте. Так что, как и большинство роботов-пылесосов, я не советую его использовать для ковров ворсом свыше 2,5 сантиметров. Уведомления о помощи не приходят. Лично мне, когда робот обнаруживает ковер, он автоматически поднимает салфетку, определяет его края, после чего начинает чистку. С шерстью кота справляется отлично, на щетке она не запуталась. Из минусов: робот-пылесос на этой прошивке часто терял док-станцию, препятствий в виде ваших ног не видит и едет напролом. По отзывам с лестницы падает, в комплекте нет запасной тряпки и боковой щетки. Также отмечу, что если он запутался боковой щеткой в ворсе ковра, щетинки на щетке могут оторваться. Резюмирую, пылесос отличный, цена иногда кусается, иногда нет. Ловим скидки. Функционал свой отрабатывает. Да, есть свои минусы, да и док-станция с функцией самоочистки стоит как космолет. Но все же Roborock — это топовое устройство, это топовый бренд по производству этих пылесосов. И я уверен, что с прошивками очень много всего допилили. Просто я рассказываю, что я на момент обзора выявил в данном гаджете. На пятом месте моего топа красуется вечный Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner. Этот пылесос нереально живучий. Я около года где-то жил в регионе, который просто пропитан песком, и это белое чудо пережило перевозку и из Китая, откуда я его заказывал, и переезд на 3 квартирах в России, даже в 2 регионах. Учитывая простоту устройства этого пылесоса, чистить его довольно просто. За год использования я ни разу не менял расходники, фильтры и щетки просто периодически хорошенько промывал. Хотя, может быть, это не особо правильно, но все равно отмечу, что все его оригинальные расходные материалы стоят нереально дешево, потому что модель старая. Подключается данная модель робота-пылесоса к приложению Mi Home, в котором можно легко дистанционно не только запускать вашего маленького помощника, но и следить за тем, как он убирает в данный момент. А Wi-Fi поддерживает 2,4 ГГц. Единственная неисправность, которая была у моего робота-пылесоса, это запыливание датчика движения. Про них я советую не забывать, протирайте их. Данный робот-пылесос, как и в принципе и многие роботы, впишется в любой интерьер, и даже если учитывать его небольшие габариты вместе с док-станцией. Цена просто волшебная, потому что, еще раз повторяюсь, это чуть ли не самая первая модель, но по отзывам самая надежная, у меня она реально жила несколько лет. Уровень шума от него не сказал бы, что большой, но, разумеется, есть. С максимальной силой всасывания он шумит знатно. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, наверное, один из самых выгодных по стоимости. Характеристики данного аппарата: 12 инфракрасных и ультразвуковых датчиков, которые позволяют ему двигаться без особых проблем и практически нигде не застревать, если по высоте он проходит. При полном заряде он может убираться в течение 2,5 часов от аккумулятора в 5200 мАч. Его вес 3 кг 800 граммов. Он автоматически устанавливает себя сам на зарядное устройство, разумеется. Размеры в диаметре 34,5 см и высотой он 9,5 см. А самое главное, почти вечный циклонный фильтр. Работает он без мешка. Возможность автономной работы без доступа в интернет, разумеется, в наличии. Данный робот-пылесос был первым моим роботом-пылесосом от Xiaomi, и хотя модель старенькая, еще раз повторяюсь, если он у вас есть, менять его смысла нет. Если вы планируете что-то купить, вы видите где-то ультрадешево новый, берите, вы точно не пожалеете. Либо, как вариант, 4-е место моего топа занимает тоже очень дешевый робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum Mop 2C, глобальной версии. От китайской версии он слегка отличается, о чем я расскажу далее. Данная модель поставляется только в белой расцветке, дизайн не совсем стандартный, корпус робота-пылесоса выполнен из матового пластика, а наверху расположили глянец. Сборка хорошая, как и материалы, ничего не скрипит и не издает посторонних звуков, разумеется, кроме бампера, так как это подвижная часть. Габариты его составляют 353 на 350 на 81,5 мм. Вес небольшой, 3 кг 300 граммов. На корпусе расположили с верхней части логотип Mi, 2 прорезиненные физические кнопки, такие как запуск и домой. С помощью них также можно выполнять базовые команды, если робот-пылесос не подключен к Wi-Fi. Кнопки имеют подсветку и нажимаются легко. Также наверху расположили гироскоп, интеллектуальную систему навигации с углом обзора в 166 градусов. Ко всему этому робот-пылесос оснащен 25 различными датчиками. На боковых частях стандартно находится отверстие для теплоотведения и бампер, у которого нет прорезиненной вставки для того, чтобы не повредить мебель при столкновении с ней, за что отдельные минусы. Это странно. Резину сэкономили. С нижней части 2C расположили 2 основных колеса и одно поворотное. 2 контакта для зарядки, краткую информацию, одну
боковую щетку, место для крепления электронного резервуара для воды емкостью 200 мл с салфеткой из микрофибры. В китайской версии 250 мл. Далее есть подвижный подвес для максимального соприкосновения турбощетки к полу и сама турбощетка. К слову, она обыкновенная и неразборная, к нашему сожалению. Вдобавок в комплекте нет щетки с лезвием для чистки. Внутри под крышкой мы имеем кнопку Reset, индикатор состояния Wi-Fi, контейнер для мусора емкостью в 600 мл с HEPA-фильтром, но без защиты от случайного выпадения мусора из него. В комплекте с роботом-пылесосом больше ничего не идет, к примеру, запасной боковой щетки или одного еще HEPA-фильтра нет. Летим дальше. Мощность всасывания скромные 2200 паскалей. В китайской версии те же 2700 паскалей. 2C имеет 4 силы всасывания, 3 вида подачи воды для различных сценариев использования. Данный робот-пылесос оснащен алгоритмом WSLAM Plus с 4-ядерным процессором ARM Cortex A7 с максимальной тактовой частотой в 1,8 ГГц. Разумеется, он может пылесосить и протирать одновременно. 2C может преодолевать препятствия высотой в 20 мм, что стандартно, а также из-за его высоты он спокойно убирается в прикроватных зонах и так далее. Далее, робот-пылесос поддерживает Wi-Fi, разумеется, на 2,4 ГГц. Также он поддерживает Google Ассистент и Алексу. Док-станция небольшая, 130 мм на 126 на 93 мм. К сожалению, место для кабеля в ней не выделили, это плохо. 2C автоматически возвращается на базу после завершения уборки и при низком заряде аккумулятора. После подзарядки он возвращается в место, где закончил уборку и продолжает дальше убираться. Емкость аккумулятора 2500 мАч, скромненько, правда? С максимальной силой всасывания 2C прожил у меня 1 час 20 минут и убрал 75 квадратных метров, чего достаточно в стандартной двушке, к примеру, в Ленобласти. Приложение Mi Home можно настроить режим уборки, включить функцию зонированной уборки. В настройках можно запланировать уборку, включить функцию «Не беспокоить», настроить голосовое оповещение. К слову, русская озвучка на борту, и она довольно хорошая. Далее есть история уборок, состояние расходных материалов, пульт ДУ, поиск робота-пылесоса, редактирование областей на карте, установка виртуальных стен и запретных зон, сбросить настройки карты и стандартные настройки. Обновить прошивку в приложении можно. Приложение работает корректно, проблем с ним у меня вообще не было, и для подобного робота-пылесоса все необходимые функции и настройки на борту, что хорошо. Летим дальше. Уровень шума не превышает 73 дБ, если использовать его с максимальной силой всасывания. К навигации вопросов нет, так как он работает в стандартном режиме. Если во время уборки взять его и отнести в другую комнату, то он вернется на место, где бы вы его ни подняли. Карты не слетают даже в самом начале продаж, и это хорошо. Мощности всасывания хватает для уборки полов однозначно. С коврами он справляется только с коротким ворсом и в несколько проходов. Стулья робот-пылесос иногда задевает, по комнате не двигает. Препятствия в 2 см не всегда ему даются, но по квартире он перемещается уверенно. Пороги ему не страшны. Протирка полов стандартная, а сухая уборка в целом очень даже хороша. При включенной влажной уборке хорошо убирает пыль и шерсть с ковра. Но серьезные пятна он не до конца вытирает. По темным покрытиям 2C проезжает спокойно, но не по всем и не всегда. Если использовать его в двухэтажном доме, то можно не бояться, что он полетит со второго этажа, так как у меня по тестам он не слетал со стола, что хорошо. Минусы: неразборная турбощетка, нет лезвия для очистки щетки, нет доп. HEPA-фильтра, отсутствует фильтр глубокой очистки, нет прорезиненной вставки у бампера. Резюмирую, Xiaomi Robot Vacuum Mop 2C неплохой, так как это относительно новая модель, но отмечу, что комплектация у него по минималкам, и это не радует. С другой стороны, он полностью выполняет свой функционал и стоит немного. Практически его брат-близнец, но уже чуть-чуть другой, и вы поймете почему. Это Xiaomi Robot Vacuum Mop 2 Lite. Тройка лидеров началась, 3-е место. Поставляется данный робот-пылесос только в белой расцветке. Корпус выполнен из качественного матового пластика, белого. Габариты, приближенные к стандарту, 353 мм в диаметре и 81 мм в высоту. Ощущаете, что они становятся все меньше и меньше. Вес 3100 граммов, 3 кило немного. Из-за небольшой высоты он спокойно убирает прикроватную область и труднодоступные места. Сборка меня очень порадовала. На корпусе расположили 2 прорезиненные кнопки с LED-подсветкой, кнопка включения-выключения уборки, кнопка возврата на док-станцию и гироскоп для точной оцифровки планировки дома. И могу сказать, что это действительно так. И каждый раз после включения уборки робот-пылесос постоянно убирается по более прямому зигзообразному маршруту. На борту 25 датчиков, в которые входит датчик столкновений и инфракрасные датчики. Также на дне мы имеем 4 датчика высоты, 2 контакта для зарядки, 2 основных колеса и 1 поворотное. Есть 1 боковая щетка и 1 турбощетка, которая вдобавок разборная, что удобно, и за это им огромный плюс, поэтому он и на 3-м месте, учитывая его ценник. С тыльной части его отверстие под динамик, и в стоке озвучка была на английском языке, но в приложении можно установить легко русский. Пылесборник на 450 мл, не сказал бы, что он не вместительный, а вот резервуар для воды реально маловат, 270 мл. Но он электронный, с 3
тремя уровнями подачи воды и, к слову, не протекает, когда на док-станции, что уже хорошо. Мощность всасывания 2200 паскалей, на борту 3 режима уборки: сухая уборка плюс влажная уборка и влажная уборка. Мощность регулируется 4 режимами: это бесшумный режим, стандартный, средний и турборежим. Также можно включить влажную уборку вдоль краев мебели и спиральную уборку. Преодоление препятствий высотой 2 см, пороги проходят спокойно, док-станция небольшая, выполнена в соответствующем стиле. Габариты ее 150 на 135 на 97 мм. Емкость аккумулятора 2500 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 57 минут. 44% потребовалось роботу-пылесосу, чтобы убрать площадь в 30 метров квадратных за 50 минут в стандартном режиме при сухой уборке. В целом время автономной работы не превышает 2 часов. Возвращается на док-станцию он, как только процент заряда упадет до 20%. Приложение все тоже Mi Home. На главной странице с устройством есть карта уборки. К слову, карты строит он хорошо, но взаимодействовать с ней нельзя. Нет возможности установить виртуальные сцены или выделить какую-либо область. Далее есть возможность настроить режим уборки и начать ее. Можно распланировать уборку, настроить режим не беспокоить, настроить громкость озвучки, калибровать уровень устройства, поиск робота-пылесоса. Далее есть статистика расходных материалов и пульт для ручного управления. Обновить прошивку можно. Шум в стандартном режиме составляет в среднем 50 дБ. Если включить турборежим, конечно, бесшумным его не назовешь, и использовать турборежим, если вы не находитесь дома, стоит, а вот когда вы дома, не надо. 2 Lite, к сожалению, двигает некоторые объекты. Табуретки, конечно, остаются на месте, но влетает он в них знатно. По уборке его мощности в 2200 паскалей хватает спокойно держать пол в постоянной чистоте. С крупой справляется, но в труднодоступных местах убрать крупу он, разумеется, не в состоянии. Во всяком случае, за 1-2 прохода. С шерстью животных и волосами справляется на ура, вдобавок из-за разборной турбощетки. С коврами с коротким ворсом справляется отлично. Протирка полов не заменит вам стандартное мытье полов, но сказать, что эта функция бесполезная, не могу. К примеру, шерсть домашних животных убирает хорошо. Из минусов: нет возможности взаимодействовать с картой, в док-станции не предусмотрели отсек, чтобы было можно спрятать ненужную часть кабеля. Также к минусам отнесу не особо вместительный резервуар для воды. Резюмирую, Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite один из лучших в этой ценовой категории, в использовании удобный, также он имеет качественные материалы и корректную работу за довольно привлекательный ценник, чуть ли не самый лучший на рынке в плане низкой стоимости. Второе место моего топа по праву занимает Xiaomi DreamBot D10 Plus. Данная модель поставляется только в белой расцветке, корпус пылесоса выполнен из матового пластика, а с верхней части находится глянцевая область. Сборка хорошая, материалы качественные, габариты его составляют 349 на 350 на 96,3 мм. На корпусе расположили в верхней части название производителя, 2 стандартные физические кнопки, такие как кнопка включения и кнопка домой. С их помощью можно также начать уборку или включить локальную уборку. Кнопки имеют индикатор состояния робота-пылесоса. Также наверху расположили лидарную систему с алгоритмом SLAM, что стандартно в принципе. Радиус действия системы 8 метров. На боковых частях находится воздушное отверстие и динамик, бампер с одним датчиком и прорезиненной вставкой. В тыльной части D10 Plus расположили 2 основных колеса и одно поворотное, 2 контакта для зарядки, 4 датчика падения, краткую информацию, 1 боковую щетку, место для крепления резервуара для воды емкостью в 145 мл с салфеткой из микрофибры, возможностью настроить расход воды, если что удобно, отверстие для забора пыли, подвижный подвес для максимального соприкосновения турбощетки к полу. Подвес имеет 4 мини-щетки. Турбощетка обыкновенная, она разборная, за что плюс. Далее, внутри под основной крышкой мы имеем кнопку сброса, индикатор Wi-Fi, чистящий инструмент, контейнер для мусора емкостью 400 мл с HEPA-фильтром. Достается он легко, как и устанавливается. Мусор из контейнера при изъятии не высыпается, хоть и пылесборник не имеет пластиковой защиты. Вот она, инженерная магия. В комплекте запасных деталей нет, что, разумеется, не радует, но неудивительно. Размеры базы 303 на 403 на 399 мм. На ней расположили индикатор состояния, зарядный контакт и отверстие забора пыли. С тыльной части есть место для хранения кабелей и разъем для питания. Внутри базы все стандартно, есть мешок для мусора в 2,5 литра и фильтр. Технология Dual Boost обеспечивает эффективный сбор пыли, и к этому у меня претензий нет, так как все происходит автоматически и проблем с забором пыли я не обнаружил. Мощность всасывания 4000 паскалей, номинальная мощность всасывания 48 Вт, номинальная мощность базы самоочистки 600 Вт. Робот-пылесос имеет 3 режима уборки, такие как сухая уборка, влажная уборка и комбинированная. Силу всасывания регулируется 4 уровнями, а подача воды 3. Также можно персонализировать уборку для каждой зоны и установить последовательность уборки. D10 Plus поддерживает голосовое управление через Amazon, Alexa и Google Assistant. Wi-Fi на 2,4 ГГц, емкость аккумулятора 5200 мАч. Для 2 проходов помещение в 45 квадратных метров требуется
требуется 60% заряда при максимальной силе всасывания. Полный цикл зарядки занимает 6 часов. Я подключил робот-пылесос к приложению Mi Home, но также есть приложение Dream Home. На главной странице все стандартно: настроить уборку и режим автоочистки, управление картой, установка запретных зон, виртуальных стен, разделение комнат и всему подобное. В приложении можно также настроить голосовое сопровождение, можно установить русскую озвучку, что хорошо. Далее можно включить автоопределение ковров для усиления силы всасывания, включение режима защиты, установку плановой уборки, дистанционное управление и еще небольшое количество стандартной функций. Обновить прошивку в приложении можно. Уровень шума не превышает 80 дБ. Во время уборки он довольно быстро сориентировался в квартире, предметы не двигал, хоть и иногда были необъяснимые аварии с мебелью. В прикроватных областях или в подобных местах он не застревал. С препятствиями в 2 см он справляется, и датчики высоты работают корректно, шерсть домашних животных, волосы, песок и тому подобное робот-пылесос всасывает отлично. Также после одного прохода в квартире уже достаточно чисто было, но я постоянно уборку включал в 2 прохода. С коврами D10 Plus справляется отлично, но только с коротким ворсом. Мытье полов ничем не примечательное, так как оно протирает пол, но не моет. В углах ему трудно убирать, и опять же, так у всех роботов-пылесосов. Мешка с пылью на базе самоочистки хватает на 40 дней, точно при условии, что робот-пылесос каждый день производит до 2-3 уборок помещения в 45 квадратов. Резервуара с водой хватает не больше, чем на 3 уборки в помещении в 45 квадратов. К слову, резервуар у меня за время использования ни разу не протекал. Минус — это малая емкость резервуара для воды, большая база для самоочистки, нет запасных деталей, во всяком случае в комплекте вместе с ним. И как по мне, белый цвет не особо практичный. Резюмирую, новиночка Dream D10 Plus действительно хороший выбор и один из моих любимых роботов-пылесосов, как и следующий. D10 Plus работает корректно, мощности всасывания хватает для повседневных уборок даже с запасом, очищается все просто, использование интуитивно понятное. И лидер сегодняшнего топа — Roborock Q7 Max. По какой причине? Все очень просто. Я всегда танцую от стоимости, то есть за какие деньги, что мы получаем. Вот этот топовый пылесос был по топовой стоимости во время сейла. Зайдите в Telegram скидок, бейте его, посмотрите, вы ахнете. Плюс, разумеется, Roborock — это сила. Это самый, наверное, топовый бренд пылесосов из тех, которых я знаю. Еще раз повторяю, что все в этой десятке крутые. Данная модель поставляется в белой и черной расцветке, а также на выбор есть комплект с док-станцией с автоматической чисткой контейнера для пыли. Внешне Q7 Max выглядит очень внушительно, дизайн строгий и без лишних деталей. Корпус робота-пылесоса выполнен из матового пластика, глянец присутствует, но по минимуму. Сборка качественная, как и материалы. Габариты составляют 345 мм в диаметре, и в высоту от пола он 80 мм без лидара, а с ним около 96 мм. Большой такой. Вес небольшой, 3 кг 590 граммов. На корпусе расположили название производителя, 3 физические кнопки, такие как запуск, домой и локальная уборка. И если ее нажать, то кнопки блокируются, это является защитой от детей. Кнопки, разумеется, имеют подсветку, также наверху расположили лидарную систему PreciSense. На боковых частях стандартно находится отверстие для теплоотведения и бампер с 2 датчиками. Матрица SenSigned включает в себя датчик падения, датчик обнаружения ковров и акселерометр. На нижней части Q7 Max расположили 2 основных колеса и одно поворотное, 2 контакта для зарядки, краткую информацию, одну боковую силиконовую щетку, место для крепления швабры с салфеткой из микрофибры. Площадка имеет 2 подпружинные кнопки, которые прижимают швабру к полу с давлением 300 граммов. Подвижный подвес для максимального соприкосновения турбощетки к полу и, разумеется, сама турбощетка. К слову, она не имеет ворса, а выполнена из силикона, вдобавок разборная. Но минус за то, что в комплекте не положили лезвие для очистки. То есть до такой степени Roborock экономит. Внутри под крышкой мы имеем комбинированный контейнер для мусора емкостью 470 мл с HEPA-фильтром, который можно промывать под водой, и резервуар для воды емкостью 360 мл. Мусор из контейнера при изъятии у меня не высыпался, но хотелось бы, чтобы в нем была установлена хотя бы самая простая защита от случайного засыпания мусора. В комплекте идет пластиковая площадка, которая клеится рядом с док-станцией и защищает ваш пол от влаги. У меня лично протеканий не было, но советую все-таки воспользоваться площадкой, так как салфетка для протирки полов остается влажной после уборки. Мощность всасывания 4200 паскалей, что меньше, чем у модели S7 Max V, в которой 5100 паскалей. Q7 Max имеет 4 режима уборки, такие как бесшумный, сбалансированный, турборежим и максимум. Робот-пылесос оснащен электронным насосом и 5 видов подачи воды, такие как низкий, средний, высокий и кастомный, с 30 уровнями подачи воды, что позволяет точно настроить очистку под ваши предпочтения и ваш тип полов. Разумеется, он может пылесосить и протирать одновременно. Лидарная система PreciSense отвечает за способность робота-пылесоса находить наиболее эффективный способ уборки по всему дому, и во время уборки он не только строит карту, но и помогает определять препятствия. Q7 Max поддерживает голосовое управление Amazon Alexa, Google Home и Apple
SteelSeries, Wi-Fi на 2,4 ГГц, док-станция небольшая, 95 на 150 на 130 мм, Q7 Max автоматически, разумеется, возвращается на базу после завершения уборки и при низком заряде аккумулятора в 20%. Емкость аккумулятора 5200 мАч, время полной зарядки я тестировал в максимальном режиме, по итогу за 1 час ушло 65% заряда и убрал он 70 квадратных метров. В общей сложности на одном заряде в данных обстоятельствах он проживет 90 минут максимум. Полный цикл зарядки занимает 6 часов. В приложении Roborock настроить можно уборку и посмотреть карту. Количество проходов максимум 3 штуки. В приложении можно также настроить голосовое сопровождение. На момент обзора русской озвучки не было. Но есть украинская озвучка женским голосом. Также некоторые команды, как переключение режимов уборки, сопровождаются обычными системными звуками. В приложении можно настроить очередность уборки, переименовать или создать карту, настраивать отображение карты, поворачивать ее, переключать с двухмерного на трехмерный вид карты, расставлять мебель, ставить виртуальные стены и запретные зоны не только для обычной уборки, но и для протирки полов, менять границы комнаты и переименовывать их. Максимум можно сохранить до 3 карт. В дополнительных настройках есть включение, выключение, сохранение карты и выбор этажности здания до 4 этажей. Настройка сетевого индикатора, режима ковра для повышения мощности при обнаружении ковра, блокировка от детей, выбор часовых зон и настройка режима не беспокоить. Далее есть точка маршрута, дистанционное управление с помощью джойстика, история уборок, обслуживание частей робота-пылесоса, график уборки по дням с выводом определенной комнаты и обновление прошивки. Уровень шума не превышает 70 дБ. Начало работы Q7 Max стандартный, изначально он проходит вдоль стен. Стулья он не двигает, что радует. Максимальная частота препятствия, на которое может заехать робот-пылесос, 2 см. В целом Q7 Max работает довольно четко, как по плану, и это довольно хорошо ускоряет время работы и уборки, так как он не делает лишних движений. С уборкой на ламинате он справляется великолепно, к примеру, различную крупу, шерсть домашних животных или наполнитель всасывает отлично. Крупа в углах остается по минимуму и редко, в отличие от остальных. С мелким песком, молотым кофе, хлебными крошками справляется также хорошо. Ковры с коротким ворсом ему не помеха. Данная модель имеет обычную протирку полов, и серьезные пятна он либо не до конца вытирает, либо просто растирает по полу. Минусы: нет лезвия для очистки, очень он скромный по комплекту, нет русской озвучки. Roborock Q7 Max великолепный выбор, так как имеет большую мощность всасывания, корректную работу, стильный дизайн, качественную сборку, топовые материалы и отличную уборку. Они сделали нереально низкий ценник на сейл 11.11. К слову, будет еще 25.11, черная пятница впереди. 24 у меня будет день рождения и стрим по поводу того, что я планирую купить на этом сейле, а я все равно все еще планирую. И буду рассказывать вам, что стоит покупать и что нет, по, опять же, моему мнению. Я всегда танцую от стоимости. У меня нет магазинов в Российской Федерации, магазинов на Wildberries, Озоне, еще где-то. Сможете где-то что-то найти дешевле, разумеется, это хорошо. На данный момент Roborock Q7 Max 11 числа именно на Алишке был нереально топом. Цену посмотрите в описании к видео на все девайсы. Разумеется, есть ссылки на все обзоры. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и пользограмм. Есть еще лайв-канал, и все, я уже в нормальных условиях обстановки. Скоро Asus 9 Zenfone, который будет тестироваться мной в Твиче с хорошим интернетом. Резюмирую, все роботы-пылесосы из данного топа, как по мне, отличный выбор. Если вы собрались покупать себе подобного помощника, то советую учесть множество моментов, такие как: есть ли у вас дома ковры, домашние животные, маленькие дети, какая у вас площадь квартиры или дома, личные предпочтения, так как, возможно, вам хватит робота-пылесоса за 10 тысяч рублей, а может, вам нужно поиграться просто, вот не было у меня в топе, за 3-5, у меня были они на канале, посмотрите, у меня есть плейлист про робота-пылесоса. А возможно, вам просто нужен робот-пылесос прям посерьезнее, чтобы потом хвалиться, что у вас стоит машина такая огромная. От меня всем роботам-пылесосам в данном топе однозначно да, жду, когда их можно будет подключать к канализации и водоснабжению, чтобы вообще про них не вспоминать. Спасибо огромное за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!